Добрый вечер. Сегодня мы попробуем установить Windows NT на старый компьютер. Я подготовил в MS-DOS программами FDisk формат свой жесткий диск. Посмотрим, что сейчас мы на нем имеем. А имеем мы два раздела. Первый, основной раздел, имеет размерность 2 гигабайта, второй 6 гигабайт. Причем первый раздел отформатирован в формате FAT16. Для удобства этот диск я сделал загрузочным, то есть перенес на этот диск загрузочные файлы MS-DOS. Вот они. У меня есть одна из бета-версий Windows NT 3.5. Я уже его разархивировал. Сейчас покажу. Здесь он. Так. Разархивировал этот диск для инсталляции. Итак, начнем. Входим в каталог i386. Раз. И пишем команду WinNT. WinNT. Нажимаем Enter. Пошли. Здесь мы видим, где расположены файлы для инсталляции. Они вписаны самой программой Setup, поэтому нам здесь ничего не надо делать, а просто нажмем Enter. Нажали, и что мы видим? Программа просит ставить чистую дискету для продолжения инсталляции. Но у меня в наличии имеется только одна дискетка, но она загрузочная с MS-DOS, и я ее не хочу трогать. Поэтому нажмем F3 и временно выйдем из программы Setup. Нажимаем. Вышли. Хочу отметить, что именно из-за этого я не стал устанавливать Windows NT 3.1. Так он без дискет вообще не устанавливается. Чтобы обойти эту проблему, наберем на клавиатуре еще раз команду WinNT с параметрами X и B. WinNT, параметр X и параметр B. Параметр X означает не создавать загрузочные дискеты, а параметр B не использует их при инсталляции дискет. Нажимаем Enter. Еще раз видим, где расположены файлы для инсталляции, и еще раз нажимаем Enter. Ой, опять незадача. Windows остановил систему, написавши, что отключил прямой доступ к диску для защиты длинных файлов. Ну что же, нам придется отключить эту защиту командой log. Но это я сделаю уже в следующем видео. Всем хорошего вечера. До свидания.